В начале ноября у нас появилась очередная возможность сгонять куда-нибудь на выходные. После недолгих раздумий мы решили отправиться в Милан, второй по величине город Италии. Ведь в первом мы уже были. Но почти сразу после покупки билетов мы столкнулись с определенными трудностями. В течение месяца нам дважды отменяли рейс, ставя нашу поездку под угрозу. По этой причине мы были вынуждены разделиться. Я добрался до Милана через варшавский аэропорт Модлин, а Олеся напрямую из Гданьска, но на один день позже. Из всего этого мы сделали определенные выводы на будущее, которыми, среди прочего, поделимся с вами в этом ролике. Non ho più nulla di buono che mi venga in mente per farmi del male. Tu sei più forte, mi fai passare la voglia di arrendermi e andare a cercare una scusa. Tu sei più forte e ho capito che io non potrei mai combattere una guerra con te. Perché perderei anche l'ultima briciola di fiducia che mi resta. È stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. Sei come una favola fatti abbracciare. Non voglio più stare qui fermo a pensare quanto la vita mi ha fatto del male, convinto che tutto si possa aggiustare. Stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. Nulla di buono che mi venga in mente per farmi del male. Tu sei più forte, mi fai passare la voglia di arrendermi e andare a cercare una scusa. Tu sei più forte e ho capito che io non potrei mai combattere una guerra con te, perché perderei anche l'ultima briciola di fiducia che mi resta. È stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. Sei come una favola fatti abbracciare. Non voglio più stare qui fermo a pensare quanto la vita mi ha fatto del male, convinto che tutto si possa aggiustare. È stupendo il futuro perché ci rimane ancora qualcosa di bello da fare. Милан считается финансовой и научной столицей Италии и одной из мировых столиц моды. Звучит пафосно, но, побывав здесь, в принципе соглашаешься с этим определением. Ведь косвенные признаки всячески на это намекают. Много стильно одетых людей на улице, красота и роскошь, царящие вокруг, уйма дорогих бутиков с яркими витринами, рекламирующими все, начиная от одежды и обуви и заканчивая эксклюзивными автомобилями. Сюда постоянно приезжает множество туристов со всего мира, ведь кроме вышеперечисленного, здесь можно вкусно поесть, прикоснуться к миру искусства, посетив множество театров, музеев и выставок. Кроме того, Милан является родиной двух известных футбольных клубов – Интера и Милана. И это далеко не все, что может предложить этот город. Но обо всем по порядку. Лишь только я начал знакомиться с этим прекрасным городом, основанным, между прочим, более 25 столетий назад, как сразу попал в поле зрения кришнаитов, которые вышли на улицу, как я полагаю, чтобы заманить в свои сети новых братьев и сестер, выманить у них сбережения и впоследствии заставить работать на себя.
Но они не знали, что нас так просто танцами и песенками не возьмешь. Поскольку желания стать новоиспеченным братом и изменить свои религиозные убеждения у меня не было, я направился дальше. К слову, мой приезд аккурат совпал с днем, когда во всем мире отмечают Хэллоуин, праздник, символизирующий начало зимы и приход нечистых сил. Свидетелем прихода этих самых нечистых сил я и стал, оказавшись в самом сердце Милана на Большой соборной площади. Кого я здесь только не встретил. It's like I've been awakened. Every rule I had to break at the end. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel you halo, knowing my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. 'Cause I can see your halo. Halo, feel your halo. Halo, I see your halo. Halo, I can see your halo. Halo, feel your halo. Halo, I feel your halo. Halo, Cause everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. I can see your halo. Halo, feel your halo. Halo, feel your halo. Grazie. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Первое, что мне пришло в мою светлую голову на утро после Хэллоуина, это посетить местное кладбище. Монументальное кладбище Милана – очень известное и почитаемое место, считающееся одним из самых богатых надгробными украшениями и памятниками в Европе. Несмотря на всего 4 километра, отделявших меня от этого места, добраться до него
мне удалось только на закате дня. А все потому, что на всем пути Милан постоянно завораживал своей красотой. Мне никак не удавалось двигаться быстро. Все притягивало взгляд. Не переставало удивлять фантазия архитекторов и мастерство строителей, создавших красивые, неповторяющиеся здания, выполненные в разных архитектурных стилях, имеющие различную форму и цветовые решения. Несмотря на все различия, они прекрасно сочетаются друг с другом. И речь идет не о каком-то ограниченном квартале с исторической застройкой. Создается впечатление, что так выглядит по меньшей мере четверть города с миллионным населением. А старинные миланские трамваи. Да, среди однотипных панельных домов в спальном районе они бы смотрелись максимально неестественно. Но здесь, в Милане, они не просто являются дополнительным украшением городского пейзажа, но и как будто переносят тебя на 100 лет назад, в те времена, когда темп жизни был гораздо ниже. Дополнительным украшением зданий выступает, нет, не граффити, которое здесь, к сожалению, присутствует повсеместно, а желание самих жителей окружить себя зелеными растениями, которые встречаются тут повсеместно, и на балконах, и на крышах, и на фасадах зданий. В Милане пошли еще дальше и осуществили проект вертикального леса, посадив огромное количество различных деревьев и растений на 2 современных высотках, не забыв про достаточный полив и другие нюансы. А кто-то решил не ограничиваться пальмами и посадил себе на балконе яблоню. Во время посещения Рима мы вскользь затрагивали проблему перенасыщенности транспортом. Похожая ситуация и в Милане, но здесь с этим уже вовсю борются, покупая очень маленькие автомобили разных марок. Причем некоторые модели просто поражают своими миниатюрными размерами. Их длина не превышает ширину привычных нам легковых автомобилей, что позволяет парковать их поперек дороги или даже на местах для скутеров. И при этом в них может передвигаться 2 человека. Что-то мне подсказывает, что здесь уже сегодня мы наблюдаем зарождение того, как будет выглядеть легковой транспорт в большинстве современных городов мира лет этак максимум через 25. Тут уже не возникает вопросов, кто занимает меньше места – машина или скутер. Человек, видно, собаку выгуливал маленькую, потерял. Теперь ищет в траве. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Papa does great with it. В какой-то момент времени я добрался до района Порто-Нуово с современными высотками из стекла и бетона. И в очередной раз удивился тому, как гармонично этот район вписан в существующую застройку. Смотрится просто потрясно. She goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Попав сюда, быстро уйти не получится. Хочется все рассмотреть и осмыслить. Каждое здание по-своему, мягко говоря, необычно и завораживает сознание. He goes to, and she goes slow. He goes fast, and she goes slow. He goes left, and she goes right. Papa's looking for mama, but mama is no. Перемещаясь вдоль этой красоты, постоянно попадаешь в новые локации, одна красивее другой. Здесь тебе и небоскреб со скошенными острыми углами, и в противоположность ему высотки совсем без острых углов, и деревянный офис IBM, и комплекс из нескольких закругленных высоток, обрамляющих площадь Гая Ауленти, на которой располагаются фонтаны, дорожки и скамейки. Просто глаза разбегаются от того, как много смелых и ярких архитектурных решений использовано на довольно небольшой площади, и как это все вместе гармонично смотрится и дополняет друг друга. Упоминание про количество фотозон в этом месте и вовсе нахожу излишним. Someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Rest assured my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Once you found that lover, you're homeward bound. Love is all around. Love is all around. I know some have fallen on stony ground, but love is all around. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man.
Лишь на заходе солнца я наконец добрался до монументального кладбища. На улице проходила месса, видимо связанная с приближающимся днем поминовения усопших. На кладбище было довольно многолюдно. Я имею в виду посетителей. Основали кладбище в 1866 году. Здесь нашли последнее пристанище знаменитые композиторы, художники, скульпторы, музыканты и просто богатые люди, способные заплатить немалую цену за право почивать рядом с элитой общества, под надгробием, изваянным по собственному вкусу. Памятники настолько разнообразны, что монументальное кладбище Милана более напоминает художественную галерею, чем погост. Из-за такой большой концентрации скульптур быстро пресыщаешься и начинаешь выискивать только самые-самые, хотя каждый второй заслуживает внимания. Когда место на кладбище стало заканчиваться, начали использовать иные решения. Размещать памятные таблички на стенах скорби, разбросанных по кладбищу, и в здании мемориальной часовни у основного входа. В настоящее время уже вовсю осваивается верхняя площадка, расположенная на широкой стене, огораживающей территорию. Мне было интересно провести здесь время, знакомясь с тем,
как итальянцы заботятся о своих усопших родственниках. Самое яркое, на что я обратил внимание в этом месте, изображение на памятной табличке не двух отдельных фотографий почившей семейной пары, хочется верить, прожившей жизнь в любви, а одно совместное. Как по мне, такое решение выглядит очень мило и символично показывает, что даже смерть оказалась бессильной их разлучить. Так закончился очередной день.